Урок 1. Разрешение споров. Привет, Анна. Я хотела поговорить с тобой о чем-то важном. Конечно, Джон. О чем ты думаешь? Что ж, думаю, нам следует официально договориться о том, как урегулировать любые споры, которые возникают между нами. Абсолютно. Это очень хорошая идея. Что вы имели в виду? Думаю, было бы лучше заранее заявить, что любые споры будут разрешаться с помощью медиации. Звучит очень разумно. Медиация — это справедливый и конструктивный способ разрешения конфликтов. Именно так. Так мы сможем спокойно решать проблемы и находить взаимоприемлемые решения. Я полностью согласен. Для нашего партнерства разумно изложить процедуру разрешения споров. Замечательно. Я рад, что мы пришли к единому пониманию этого вопроса. Это действительно поможет нам двигаться вперед. Урок 2. Ранние европейские поселения. Привет, Анна. Ты много знаешь о ранних европейских поселениях в Северной Америке. У меня есть базовое представление об этой истории. Первые поселения начались примерно в 1600 году, верно? Верно. Прошло много времени, прежде чем европейцы действительно начали заселять внутренние районы. Верно. Первоначальные поселения в основном располагались вдоль побережья, не так ли? Именно так. Внутренняя часть континента была исследована и заселена намного позже. Понимаю. Какие ключевые ранние поселения были основаны европейцами? Что ж, Джеймстоун в Виргинии был одним из первых постоянных английских поселений, основанных в 1607 году. И я думаю, что пилигримы также основали колонию Плимут в Массачусетсе в 1620 году. Да, это еще одно знаковое раннее поселение. Пуритане также основали колонию Массачусетского залива. Урок 3. Трудности с печатью. Привет, Анна. Мне нужно напечатать несколько важных документов. Вы знаете, где находится ближайшая типография? Дай мне подумать. Кажется, всего в нескольких кварталах по улице есть типография. Это довольно удобно. Отлично. Это именно то, что мне нужно. Есть ли у них какие-либо специальные услуги или платежи, о которых мне следует знать? Насколько мне известно, они предлагают стандартную печать, а также такие варианты, как цветная печать и переплет. Цены разумные, но лучше сначала уточнить у них. Хорошо, приятно знать. Я сейчас же туда поеду. Не хотелось бы рисковать опоздать с этими документами. Умный ход. Сообщите мне, если вам понадобится помощь или вы не можете найти жилье. Сделаю. Спасибо, Анне. Я ценю, что ты присматриваешь за мной. Конечно, для этого и нужны друзья. Удачи в печати. Спасибо, я обязательно расскажу вам, как все пойдет. Урок 4. Уютная кухня. Привет, Анна. Вы видели объявление о квартире с оборудованной кухней? Звучит довольно удобно. Да, я так и сделала. Это именно то, что нам нужно для нашего нового места.
Кухонька была бы очень полезна. Абсолютно. Имея все необходимое, вы сможете легко готовить и готовить еду. Определенно. Кроме того, это сэкономит нам много места по сравнению с полноразмерной кухней. Абсолютно. А тот факт, что он оборудован, означает, что нам не придется беспокоиться о покупке всех основных бытовых приборов и кухонной посуды. Именно так. Это значительно сэкономит нам время и деньги. Определенно. Я в восторге от этой кухни. Это сделает наше новое место таким уютным и практичным. Я тоже. Я уже представляю себе, как мы готовим там вкусные блюда. То же самое и здесь. Эта квартира обещает быть идеальной для нас. Урок 5. Изучение побережья. Привет, Анна. Я слышала об этом прекрасном прибрежном городке под названием Сисайд. Ты там когда-нибудь бывал? Нет, но я слышала, что это невероятно. Что вы об этом слышали? Что ж, очевидно, он известен своими потрясающими пляжами, очаровательными магазинами и потрясающими рыбными ресторанами. Ух ты, похоже, это мое место. Я бы с удовольствием приехал сюда и погрузился в атмосферу побережья. То же самое и здесь. Думаю, нам стоит в ближайшее время спланировать небольшой отдых там на выходных. Отличная идея. Это было бы идеальное расслабляющее путешествие. Определенно. И я уверен, что виды на океан будут захватывающими. Абсолютно. Я уже могу представить себе, как мы прогуливаемся по набережной и наблюдаем за закатом. То же самое и здесь. Я с нетерпением жду возможности исследовать Сисайд вместе с вами. Урок 6. Исследование компании. Привет, Анна. У меня скоро собеседование в той компании, о которой вы упомянули. Вы провели какое-нибудь исследование по ним? Да, у меня есть. Я изучила их миссию, ценности и последние новости о компании. Отлично. Это очень полезно. Что вы можете рассказать мне об их корпоративной культуре и о том, каких сотрудников они обычно нанимают? Что ж, судя по тому, что я прочитал, они действительно ценят инновации, сотрудничество и прочный баланс между работой и личной жизнью. Приятно это знать. Я хочу, чтобы мои ценности и стиль работы соответствовали их ценностям. Абсолютно. И, похоже, они нанимают много творческих мыслителей, увлеченных своей работой. Отлично. Звучит как раз в моем переулке. Я обязательно расскажу о своих соответствующих навыках и опыте. Уверена, у тебя все получится. Просто будьте собой и дайте волю своему энтузиазму. Спасибо. Я очень признателен, что вы нашли время заранее изучить компанию. Урок 7. Подбор подходящего варианта. Привет, Анна. Я хотела узнать твои мысли об этой вакансии, которую я рассматриваю. Конечно. А чем ты думаешь? Тебя интересует что-то конкретное? Похоже, эта должность вполне соответствует моим навыкам и опыту, но я не уверен, что корпоративная культура мне подходит. Понимаю.
Что вас больше всего беспокоит корпоративная культура? Я просто не уверен, соответствуют ли их ценности и стиль работы тому, что я ищу. Для меня важно найти подходящую мне фигуру. Это понятно. Всегда важно убедиться, что компания и должность подходят друг другу. Именно так. Я не хочу оказаться в ситуации, когда мне постоянно кажется, что я пытаюсь вставить квадратный колышек в круглое отверстие. Абсолютно. Удалось ли вам по-настоящему познакомиться с корпоративной культурой во время собеседования? Я попробовал, но мне было немного сложно получить четкую картину. Возможно, мне стоит попробовать поговорить с некоторыми нынешними сотрудниками. Урок 8. Переговоры по вопросам. Привет, Анна. Я хотела обсудить тот вопрос, о котором мы говорили ранее. Что вы думаете об ответственности? Доброе утро, Джон. Я долго думал об этом и верю, что мы сможем найти компромисс, который устроит нас обоих. Что вас больше всего беспокоит в связи с ответственностью? Что ж, меня беспокоят потенциальные риски. Я хочу убедиться, что у нас есть четкое понимание того, кто за что отвечает. Я понимаю ваши опасения. Возможно, мы сможем ознакомиться с деталями контракта и посмотреть, сможем ли мы скорректировать некоторые положения об ответственности, чтобы учесть ваши опасения. Звучит разумно. Я готов к переговорам по этому вопросу. Каковы ваши предложения? Хорошо, давайте подробнее рассмотрим контракт и посмотрим, где мы можем найти общий язык. Уверен, что мы сможем прийти к соглашению, которое удовлетворит обе наши потребности. Отлично. Я ценю твою готовность работать со мной над этим. Давайте углубимся в детали и посмотрим, что мы можем выяснить. Абсолютно. Я уверен, что мы сможем найти решение, подходящее для всех. Должны ли мы проработать контракт по строкам? Да, давайте сделаем это. Я готов к дальнейшим обсуждениям и переговорам по этому вопросу. Урок 9. Предложение предложений. Привет, Анна. Я думала о проекте, который мы обсуждали ранее. Есть ли у вас еще предложения о том, как мы можем мотивировать команду? Здравствуй, Джон. У меня есть несколько идей, которыми я хотел бы поделиться. Что если мы организуем мероприятие по сплочению коллектива, чтобы поднять боевой дух? Отличная идея. Какое занятие вы имели в виду? Что ж, мы могли бы устроить веселую охоту за сокровищами или дружеское соревнование. Это может помочь команде стать более энергичной и вовлеченной. Мне нравится, как это звучит. И если все пойдет хорошо, мы могли бы также предложить какую-то программу вознаграждений или поощрений. Абсолютно. Положительное подкрепление может стать мощным мотиватором. Мы могли бы рассмотреть возможность создания системы, позволяющей команде получать баллы или небольшие призы за достижение своих целей. Отлично. Я думаю, это прекрасная идея. Дайте мне знать, если вам понадобится помощь в этом. Нет проблем. Я с радостью возьму на себя инициативу. Просто дайте мне знать, если у вас есть другие предложения. Звучит неплохо. Уверен, что это поможет команде мотивировать и заинтересовать проект. Урок 10. Обсуждение преимуществ членства. Утро.
Я изучал ту программу членства, о которой вы упомянули. Как вы думаете, стоит ли к ней присоединиться? Привет, Джон. Мне кажется, это неплохая сделка. Вы можете зарабатывать баллы и обменивать их на приятные награды. Хм, это интересно. О каких наградах идет речь? Что ж, у них есть такие вещи, как подарочные карты, товары и даже туристические пакеты. Чем больше вы участвуете, тем больше баллов вы можете накопить. Хорошо, звучит заманчиво. Есть ли другие преимущества членства? Да, участники также получают эксклюзивные скидки и ранний доступ к определенным событиям или продуктам. Это довольно обширная программа. Ух ты, это впечатляет. Я начинаю понимать, как важно присоединиться к команде. Как вы думаете, стоит ли это членского взноса? На мой взгляд, да, преимущества перевешивают затраты. Но, конечно, это зависит от того, сколько, по вашему мнению, вы действительно будете использовать программу. Справедливое замечание. Придется немного подробнее взвесить все «за» и «против». Спасибо за полезную информацию. Урок 11. Удовлетворение рабочих ожиданий. Привет, Анна. Мне нужно кое-что с тобой обсудить. В последнее время мой начальник ожидает, что я буду работать допоздна. Понимаю. Наверное, это расстраивает. У вас была возможность поговорить об этом со своим боссом. Не совсем. Я не решалась об этом говорить. Не хочу выглядеть так, будто я жалуюсь или не играю в команде. Я понимаю ваше беспокойство, но важно открыто обсудить с начальником его ожидания. Рассматривали ли вы возможность предложить решение? Пока нет, но это хорошая идея. Как вы думаете, какое решение подойдет лучше всего? Что ж, вы можете предложить гибкий график, в котором вы время от времени работаете из дома или приходите раньше, чем задерживаться допоздна. Хм, это интересная идея. Мне придется подумать об этом. Как вы думаете, мой босс воспринял бы это с пониманием? Стоит попробовать. Сформулировав это как способ поддержания производительности и баланса между работой и личной жизнью, ваш начальник сможет увидеть в этом преимущество. Хорошо, я попробую. Спасибо за совет. Я благодарю вас за то, что вы нашли время выслушать и дать предложение. Урок 12. Обсуждение любимых персонажей. Привет, Анна. Я читала газету и наткнулась на статью о банде Пиннертс. У тебя есть любимые персонажи из этого сериала? Мне нравятся персонажи Пиннертс. Я всегда был большим поклонником Чарли Брауна. В его вечном оптимизме и стойкости есть что-то очень милое. Согласен. Чарли Браун очень симпатичный персонаж. Как вы думаете, какие качества сделали персонажей Пиннертс такими культовыми? Думаю, во многом это связано с их интересными трудностями и характером. Линус и его защитное одеяло, Люси и ее начальство, яркое воображение Снупи — все это отражает универсальный человеческий опыт. Отличное замечание. И Чарльз Шульц умело сочетал юмор и остроту в полосках Пиннертс. Абсолютно. Он обладал замечательным талантом находить комедию и пафос в повседневной жизни.
Герои кажутся такими искренними и неподвластными времени. Не могу не согласиться с этим. Есть ли у вас какая-то сюжетная линия или момент, который кажется вам любимым? Это непростой выбор, но мне всегда нравился эпизод, в котором Чарли Браун пытается забить гол, но Люси в последнюю секунду оттягивает мяч. Отлично исполненный комедийный хронометраж. Ах да, это классика. В ней действительно воплощены вечная борьба Чарли Брауна и озорная натура Люси. Урок 13. Уютная беседа. Привет, Анна. Я пытаюсь сделать свою гостевую комнату более комфортной. Думаете, мне стоит купить дополнительные подушки? Определенно, Джон. Наличие большого количества подушек– залог уютного отдыха гостей. Как вы думаете, сколько вам понадобится? Не уверен. Может быть, 3 или 4 было бы хорошо. Как ты думаешь? 3 или 4 должны помочь. Так ваши гости смогут поддержать себя или получить дополнительную поддержку. Отлично. Тогда я возьму несколько дополнительных подушек. Как думаешь, мне еще что-нибудь добавить в гостевую комнату? Может, мягкое одеяло или 2. Так гости смогут посидеть калачиком и расслабиться. Отличная идея. Я тоже позабочусь о хорошем уютном одеяле. Спасибо за советы. Я хочу, чтобы мои гости чувствовали себя как дома. Нет проблем, Джон. Уверен, что с этими дополнительными подушками и мягким одеялом ваши гости будут спать как младенцы. Замечательно. Спасибо, что вы нашли время помочь мне. Я дам вам знать, что из этого получится. Урок 14. Влияние Walmart. Привет, Анна. Вы слышали об этой компании, которую купил Walmart? Вы имеете в виду, как доминирование Walmart в конечном итоге влияет на компании, с которыми они работают? Именно так. Удивительно, как размер и мощь Walmart могут превратить компанию в одного из своих сотрудников. Знаю, это дико. Любая компания, которая слишком полагается на Walmart, обычно поглощается своей деятельностью. Верно. Как будто Walmart становится всемогущей организацией, контролирующей большую часть рынка. Определенно. Это палка о двух концах. Walmart предоставляет огромные возможности, а также обеспечивает большой контроль над этими компаниями. Абсолютно. Это заставляет меня задуматься, какое влияние Walmart на самом деле оказывает на весь рынок розничной торговли. Честно говоря, это немного беспокоит. Одна компания не должна так сильно доминировать в отрасли. Я согласен. Будет интересно посмотреть, как все это закончится в долгосрочной перспективе. Охват Walmart продолжает расширяться. Урок 15. Сохранение наследия Ирландии. Привет, Анна. Знаете ли вы, что отдаленность Ирландии действительно помогла сохранить большую часть культурного наследия? Это очень интересно, Джон. Я и не подозревал, что изоляция Ирландии играет такую большую роль. Да, очевидно, тот факт, что Ирландию было труднее завоевать и завоевать, означал, что там сохранилось множество христианских и классических традиций. Ух ты, в этом есть большой смысл. Географическое разделение Ирландии
должно быть, оградило ее от некоторых культурных потрясений, происходящих в других странах. Именно так. В то время как остальная Европа переживала серьезные изменения, Ирландия смогла сохранить многие свои древние знания и практики. Это действительно замечательно. Это просто говорит о том, насколько местоположение страны может повлиять на ее историю и развитие. Абсолютно. Удаленность Ирландии оказалась скрытым благословением, когда речь зашла о сохранении ее богатого культурного наследия. Я понимаю, почему это такая интересная часть истории Ирландии. Удивительно, как география может так влиять на судьбу нации. Конечно, это действительно показывает, насколько взаимосвязаны география, история и культура. Изоляция Ирландии сыграла ключевую роль в сохранении ее традиций. Урок 16. Начало практики медитации. Привет, Анна. Я уже подумываю попробовать себя в медитации. У вас есть какие-нибудь советы для начала? Отлично, Джон. Медитация может быть очень полезной. Я бы порекомендовал начать с 5 минут в день. 5 минут, да. Кажется, это не так уж и сложно. Думаете, этого достаточно, чтобы начать замечать некоторые эффекты? Определенно. Даже 5 минут в день помогут вам сконцентрироваться и успокоиться. Вы можете постепенно увеличивать время по мере того, как вам станет удобнее. Хорошо, в этом есть смысл. Я хочу убедиться, что сначала я не откушу больше, чем смогу проживать. Именно так. Лучше начать с малого и быть последовательным, чем сразу пытаться провести часовую тренировку и разочароваться. Хорошие замечания. И стоит ли мне каждый день медитировать в одно и то же время, или можно быть более гибким? Любой из этих подходов может сработать. Некоторые люди считают, что полезно сделать это рутиной, например, медитировать по утрам первым делом. Но вы также можете действовать более спонтанно. Хорошо, мне придется поэкспериментировать и посмотреть, что лучше всего подходит для моего графика. Спасибо за совет. Мне не терпится попробовать медитацию. Урок 17. Презентации предложений. Я не хочу продолжать болтать и терять внимание зрителей. Установление временных ограничений – разумная идея. Именно так. Таким образом, вы сможете охватить все ключевые моменты, не вдаваясь в подробности. Это также помогает сосредоточиться на обсуждении. Понял. И стоит ли мне сначала представить свои предложения или сначала отпустить клиента? Это хороший вопрос. Я бы посоветовал клиенту сначала представить свои идеи. Таким образом, вы сможете адаптировать свои предложения к их конкретным потребностям. Вполне логично. Я не хочу ослепнуть и пропустить что-то важное. Лучше всего сначала выслушать их предложения. Определенно. Это позволяет вам быть более отзывчивыми и показать, насколько ваши решения соответствуют их требованиям. Отлично. Сначала я обязательно их отпущу. Какие-нибудь другие советы, как сделать презентацию по-настоящему яркой? Просто будьте уверены в себе, смотрите в глаза и эффективно используйте визуальные эффекты. И, конечно же, в конце оставьте время для вопросов и обсуждений. Замечательно. Большое спасибо, Анне.
Теперь я гораздо лучше подготовлен к этой крупной встрече с клиентами. Урок 18. Дебаты в правительстве. Привет, Анна. Как вы думаете, правительство– это проблема или решение проблем, с которыми мы сталкиваемся как общество? Это интересный вопрос, Джон. Думаю, это сложный вопрос, на который нет простого ответа. Правительство может играть как положительную, так и отрицательную роль. Вы правы, это не черно-белое. Правительство может быть неэффективным и иногда чрезмерным, но оно также предоставляет важные услуги и нормативные акты, защищающие нас. Именно так. Я считаю, что нам, людям, следует активнее привлекать правительство к ответственности, а не просто обвинять его во всем. Хорошие замечания. Как граждане, мы должны взять на себя ответственность и работать вместе над поиском решений, а не просто жаловаться. Я согласен. В конце концов, мы все вместе занимаемся этим и должны найти сбалансированный подход к роли правительства. Вы абсолютно правы. Речь идет о поиске правильного баланса и совместной работе для достижения позитивных изменений. Определенно. Это важный вопрос, заслуживающий вдумчивого обсуждения с разных точек зрения. Я рад, что мы смогли провести этот содержательный разговор об этом. Мы могли бы еще многое рассказать, но я думаю, что мы уже рассмотрели некоторые ключевые моменты. Урок 19. Новые музыкальные открытия. Привет, Анна. Я хотела рассказать тебе о замечательной новой музыке, которую я слушала. Расскажи. Я всегда в поиске новых исполнителей и альбомов для просмотра. Что ж, я только что купил несколько новых компакт-дисков, которые мне очень нравятся. Один из них написан этой инди-фолк-группой, которую я открыла для себя. Инди-фолк звучит прямо в моем переулке. Как называется группа? Оно называется «Ива». Их звучание действительно успокаивает и мелодично. Ива, поняла. Мне придется их найти. Что еще ты слушал? Я также нашла этого замечательного электронного исполнителя. Ее зовут Саша Блум, и ее новый альбом очень креативный и уникальный. Саша Блум, электронная музыка. Это определенно выходит за рамки моего обычного музыкального вкуса. Что тебе нравится в ее звучании? Постановка просто невероятная, со всеми этими классными синтезаторными текстурами и глючными ритмами. Это действительно захватывает. Урок 20. Невиновен, пока вина не будет доказана. Привет, Анна. Вы слышали о новой полицейской политике, которую они пытаются внедрить? Нет, что происходит с полицией? В последнее время я мало что видел об этом новостей. Очевидно, они хотят иметь возможность обыскивать любого, кого подозревают в преступлении, без необходимости доказывать вероятную причину. Это вызывает беспокойство. Разве принцип невиновности до тех пор, пока вина не будет доказана, не является фундаментальной частью нашей судебной системы? Именно так. Эта политика противоречит этому основному принципу. По сути, они говорят, что могут задерживать и обыскивать кого угодно, даже без доказательств. Создавать такой прецедент опасно. Это открывает путь к злоупотреблению властью и нарушает наши гражданские свободы. Я полностью согласен. Прежде чем досматривать кого-либо, полиция должна продемонстрировать обоснованные подозрения.
Абсолютно. Эта политика, если она будет реализована, станет серьезным превышением и подорвет право граждан. Надеюсь, что общественность встретит достаточно общественного резонанса, чтобы остановить это. Мы не можем позволить полиции начать вести себя так, будто все преступники. Урок 21. Глобальный баланс сил. Привет, Анна. Вы в последнее время следили за новостями о геополитической напряженности. Да, меня немного тревожит то, как, похоже, меняется баланс сил во всем мире. Определенно. Немного страшно думать о том, насколько хрупкой может быть глобальная стабильность, особенно в условиях угрозы ядерного оружия. Знаю, это ужасающая мысль. Даже малые страны теперь могут опустошить мир. Это правда. Раньше такой разрушительной силой обладали только крупные сверхдержавы. Именно так. Теперь кажется, что любая страна-изгой или террористическая группа могут нанести катастрофический ущерб. Абсолютно. А великие державы, похоже, охотнее напрягают мускулы и пытаются навязать свою волю другим. Это очень деликатная ситуация. Нам нужны сильная дипломатия и сотрудничество, чтобы сохранить видимость мирового порядка. Определенно. Альтернатива– мир, который постоянно находится на грани полномасштабного конфликта. Я не хочу видеть такое будущее. Урок 22. Достижение карьерных целей. Привет, Анна. Я хотела узнать твои мысли о стратегиях карьерного роста. Это отличная тема. Мне всегда не терпится обсудить способы преуспеть в нашей карьере. То же самое и здесь. Мне кажется, что в последнее время я немного стабилизировался, и я хочу вывести свою игру на новый уровень. Мне это понятно. Как вы думаете, в каких конкретных областях вам нужно сосредоточиться на улучшении? Что ж, я работаю над оттачиванием своих навыков ведения переговоров, особенно когда речь идет о повышении зарплаты и продвижении по службе. Это очень важный вопрос. Умение эффективно защищать себя имеет решающее значение для карьерного роста. Именно так. Кроме того, я стараюсь лучше использовать такие инструменты, как Excel, для оптимизации рабочего процесса и повышения производительности. Excel. Такая мощная программа. Освоение этой программы может изменить правила игры во многих ролях. Определенно. Я считаю, что эти две области, ведение переговоров и технические навыки, являются ключом к открытию новых возможностей. Урок 23. Рекламные ролики пива и шведские команды по бикини. Привет, Анна. Вы смотрели новый рекламный ролик пива со шведской командой по бикини. Это было нечто особенное. Привет, Джон. Да, я это видел. Тебе не кажется, что эти рекламные ролики всегда зашкаливают? Определенно. Они действительно знают, как привлечь ваше внимание. Хотя иногда мне интересно, не заходят ли они слишком далеко. Я согласен. Хотя они и привлекают внимание, их объективация может быть незначительной. Как вы думаете, они действительно эффективны при продаже пива? Хорошие замечания. Не уверен, что они всегда приводят к увеличению продаж. Вероятно, речь идет скорее о создании определенного имиджа и привлекательности бренда.
Именно так. Дело скорее в развлечении и создании ажиотажа, чем в том, чтобы убедить людей купить пиво. Да, в наши дни все дело в зрелище. Хотя я должна признать, что эти одетые в бикини женщины довольно очаровательны. Джон, вы должны смотреть на продукт, а не на модели. Но я полагаю, что маленькая конфетка для глаз не повредит их маркетинговой стратегии. Ха-ха, вы меня поняли. Но вы должны признать, что это эффективная тактика, хотя и немного поверхностная. Урок 24. Забивание голов в хоккее. Привет, Анна. Ты вчера вечером смотрел большой хоккейный матч. Нет, к сожалению, я его пропустила. Как прошла игра? Это было просто кусать ногти. Игра дошла до последних секунд, и игроку нужно было нанести идеальный удар, чтобы забить победный гол. Ух ты, звучит очень интенсивно. Что нужно сделать игроку, чтобы забить гол в хоккее? Ну а чтобы забить гол, игроку нужно забить шайбу в сетку соперника. Чтобы забить шайбу мимо вратаря, нужно много мастерства и точности. Понимаю. Так что дело не только в том, чтобы забить шайбу по льду, но и в том, чтобы засчитать последний удар. Именно так. Поверхность льда скользкая, поэтому игрок должен уметь держать шайбу под контролем, а затем наносить идеальный удар. Это требует большой практики и координации. Понимаю, почему забить гол — такой захватывающий момент в хоккейном матче. Определенно. Эти голы, забитые на последней секунде, действительно могут переломить ход всей игры. Когда игроку удается попасть в сетку, публика сходит с ума. Урок 25. Поездки на велосипеде по городу. Утро. Как вы сегодня добирались до работы? Привет, Джон. Все было хорошо. Моя поездка на велосипеде занимает около 20 минут в каждую сторону. Ах, хорошо. Вы сталкиваетесь с интересными достопримечательностями или ситуациями во время поездки на велосипеде? Определенно. В городе всегда что-то происходит. Буквально на днях я видела парня на велосипеде с домашним попугаем на плече. Ни за что. Это дико. Бьюсь об заклад. Это было забавное зрелище во время поездки. Так и было. Я также иногда вижу, как люди выгуливают собак или толкают детские коляски по велосипедным дорожкам. По утрам много активности. Бьюсь об заклад. Это держит вас в тонусе, так как вам придется преодолевать все препятствия на пути к работе. Да, но на самом деле я наслаждаюсь энергией всего этого. Держит меня на чеку и ускоряет поездку. Отличный настрой. Я езжу на работу на машине, и каждый день это один и тот же скучный маршрут. Поездки на велосипеде звучат гораздо интереснее. Урок 26. Задержки рейсов и неудобства. Привет, Анна. Вы слышали о том, что наш рейс снова задерживают? Знаю, это так неприятно. Не могу поверить, что это происходит. Расскажите мне об этом. В этом месяце наш рейс задерживается уже в 3-й раз. Ух, я очень надеялся добраться до места назначения вовремя. Теперь мы застрянем в аэропорту. Кто знает, как долго.
Да, это такое неудобство. Я тоже очень ждала нашей поездки. Я тоже. По крайней мере, мы можем постараться извлечь из этого максимум пользы, возможно, перекусить или чего-нибудь еще подождать. Это правда. С таким же успехом можно извлечь из этого максимум пользы, поскольку у нас нет особого выбора в этом вопросе. Именно так. Бесполезно волноваться по этому поводу. Такое иногда случается с авиаперелетами. Вы правы. Я просто хочу, чтобы авиакомпании лучше сообщали нам о задержках и информировали нас о задержках. Урок 27. Пляжный отдых. Здравствуйте, Анна. Вы нашли купальник для нашего пляжного отдыха. Доброе утро, Джон. Да, я так и сделал. В прошлые выходные я нашла идеальный вариант в торговом центре. Отлично. Я так рада пойти на пляж. Вы запланировали для нас какие-нибудь веселые мероприятия? Определенно. Я подумала, что мы могли бы заняться сноркелингом, построить замки из песка и устроить пикник. Звучит потрясающе. Мне не терпится попробовать местные морепродукты. Ты берешь с собой фотоаппарат. Конечно. Я хочу запечатлеть все красивые достопримечательности. Возможно, мы даже увидим дельфинов. Это было бы невероятно. Надеюсь, что погода будет благоприятной и нам будет много солнца. Я тоже. Я слышала, что на пляже всю неделю должна быть идеальная погода. Замечательно. Этот отпуск будет очень веселым. Урок 28. Захватывающий аттракцион. Привет, Анна. Вы слышали о новых американских горках, которые только что открылись в парке развлечений? Нет, у меня нет. Каково оно? Это невероятно. Большая петля. Моя любимая часть. Прилив адреналина нереален. Ух ты, звучит потрясающе. Я обожаю американские горки, но уже много лет на них не езжу. Тебе обязательно стоит это проверить. Это полностью меняет правила игры. Посмотрим, смогу ли я уложиться в свое расписание. Когда ты снова идешь? Я планирую поехать в эти выходные. Присоединяйтесь ко мне. Будет здорово. Посмотрим, смогу ли я очистить свой календарь. Это было бы очень весело. Отлично. Просто дайте мне знать. Мне не терпится поделиться этим опытом с вами. Урок 29. Планирование отпуска. Привет, Анна. Ты уже начала планировать летние каникулы? Не совсем. Мы все еще пытаемся выяснить детали. Когда вы уезжаете? Мы еще не решили, но, вероятно, поедем в июле. Это будет очень весело. Есть идеи, куда вы идете? Мы подумываем о поездке, возможно, по побережью. Еще не совсем определились с пунктом назначения. Похоже на приключение. Уверен, вы отлично проведете время, где бы вы ни оказались. Да, нам просто не терпится уехать и увидеть новые места. Что ж, дайте мне знать,
если вам понадобятся какие-либо рекомендации, как только вы закончите свои планы. Конечно, я буду держать вас в курсе. Возможно, мы сможем как-нибудь спланировать совместное путешествие. Урок 30. Игровая революция. Привет, Анна. Вы видели последние новости игровой индустрии? Нет, что происходит? Новая технология виртуальной реальности действительно произвела революцию в игровом процессе. Ух ты, я могу себе представить, насколько это захватывающе. Это действительно выводит вещи на совершенно новый уровень. Определенно, вы чувствуете, что действительно находитесь в игре. Это меняет правила игры. Бьюсь об заклад, это должно быть невероятно. Я еще не пробовал, но мне очень интересно это испытать. Вам обязательно стоит попробовать. Это обязательно изменит наше представление об играх. Мне придется разобраться в этом. Похоже, это очень забавная и действительно интересная новая технология. Безусловно, это будущее игр. Не могу дождаться, что они придумают дальше. Урок 31. Конец 13 класса. Привет, Анна. Вы слышали об изменениях в системе образования? Нет, что происходит? К 2023 году программа для 13 классов будет полностью отменена. Ух ты, это существенный сдвиг. Интересно, как это повлияет на учащихся? Что ж, идея состоит в том, чтобы упростить обучение в средней школе и ускорить поступление учащихся в высшие учебные заведения. Понимаю, поэтому они пытаются оптимизировать систему. Это может быть полезно, но я думаю, что это потребует некоторой корректировки. Определенно, это большое изменение. Но есть надежда, что это приведет к лучшим результатам для учащихся. В этом есть смысл. Будет интересно посмотреть, как все сложатся в ближайшие годы. Безусловно, это значительное событие в сфере образования. Урок 32. Острые ощущения от испытания. Привет, Анна. Ты уже была в новом парке приключений. Нет, у меня нет. Каково оно? Это потрясающе. Полосы препятствий и стены для скалолазания доставляют массу удовольствия. Звучит очень интересно. Мне нравятся хорошие физические упражнения. Точно, это определенно стоит затраченных усилий. Чувство выполненного долга очень приятно. Могу себе представить. Наверное, это отличный способ проявить себя и отправиться в приключение. Конечно, это сложно, но очень приятно. Тебе стоит как-нибудь присоединиться ко мне там. Знаете, это отличная идея. Мне бы очень хотелось попробовать что-то новое и получить заряд адреналина. Отлично, нам нужно спланировать поездку. Я гарантирую, что вы прекрасно проведете время. Урок 33. Обменные курсы. Привет, Анна. Вы знаете, какой сейчас курс доллара США к евро? Нет, у меня нет.
Дайте мне быстро проверить онлайн. Похоже, сегодня $1 США равен примерно 0,91 евро. Ух ты, доллар сейчас довольно силен по отношению к евро. Это хорошо для нас, когда мы путешествуем по Европе. Да, это делает все доступнее. Хотя обменный курс может сильно колебаться. Правда, нам придется следить за этим, если мы планируем поездку в ближайшее время. Обмен валюты действительно может повлиять на ваш бюджет. Определенно. Всегда разумно проверять цены, прежде чем что-либо бронировать. Вам не нужны непредвиденные расходы. Именно так. Я рад, что мы изучили этот вопрос. Это хорошая информация, даже если мы сейчас не путешествуем. Абсолютно. Понимание валютных курсов очень важно независимо от того, путешествуете вы или нет. Это влияет на многие финансовые решения. Вы правы. Спасибо, что вы мне это нашли. Полезно быть в курсе событий в мировой экономике. Урок 34. Индивидуальный стиль. Привет, Анна. Я заметила, что в последнее время ты носишь очень стильные наряды. Твой личный стиль так вдохновляет. Спасибо Джону. Я стараюсь больше экспериментировать с модой и находить вещи, отражающие мою индивидуальность. Это действительно видно. То, как вы сочетаете разные текстуры и цвета, так привлекает внимание. Я рада, что вы так думаете. Я считаю, что мода — это отличная форма самовыражения. Это может дать вам новый взгляд на вещи. Определенно. Ваши наряды всегда дают мне новые идеи о том, как подойти к собственному гардеробу. Это так любезно с вашей стороны. Персональный стиль настолько индивидуален. Здорово, что ты готов попробовать что-то новое. Абсолютно. Я думаю, что важно непредвзято относиться к моде. Не существует универсального подхода. Именно так. Все дело в том, чтобы найти то, что позволит вам чувствовать себя уверенно и комфортно. Это лучший способ разработать свой уникальный стиль. Что ж, в этом департаменте вы определенно уничтожаете его. Продолжайте использовать эти потрясающие образы. Урок 35. Покупка продуктов. Привет, Анна. Мне нужно бежать в продуктовый магазин. Тебе что-нибудь нужно, пока я там? Это было бы здорово. Я как раз собирался отправиться в путь сам. Мне нужно купить немного овощей, возможно, моркови, помидоров и брокколи. Отлично. Я могу купить их для тебя. Что-нибудь еще в твоем списке? Мне не помешало бы еще кое-что. Немного яиц, хлеба, возможно, фруктов, таких как яблоки или бананы. Понятно. Я обязательно заберу все это. Какую марку или тип вы предпочитаете выпускать какие-либо из этих товаров? Что касается хлеба, мне нравится цельнозерновый. По возможности я стараюсь употреблять экологически чистые продукты, но и обычные продукты тоже подойдут. Хорошо. Звучит неплохо. Я буду следить за более здоровыми вариантами. Что-нибудь еще мне для тебя взять с собой? Думаю, это касается самого необходимого. Спасибо большое,
Джон, сообщите мне общую сумму, и я смогу вернуть вам деньги. Нет необходимости. Я рад купить их для вас. Считайте это услугой друзей.